Народ воды – один из 4 великих народов во вселенной Аватара Легенда об Аанге, наряду с народом огня, воздуха и земли. Он состоит из нескольких культур, объединенных общим умением управлять водой и глубоким почтением к духам и природе. Сегодня будет второе из 4 видео на тему народности вселенной Аватара Аанга. В таких видео будет детально разбираться каждый народ, от их устройства до философии. Поэтому, если видео понравится, подпишитесь, чтобы не пропускать следующее видео на тему народа Земли. Племя воды делится на 2 основные группы, которые живут на разных полюсах: северное племя воды и южное племя воды. Но вы скажете, Латипак, так то есть еще болотное племя? Да, оно есть, но на территории Царства Земли. Но о них мы сегодня поговорим в видео. Начнем рассказ с общего вида народа воды. Представители племени воды, как южного, так и северного, имеют светло-коричневые или темные волосы, голубые глаза и смуглый цвет кожи. Одежда племени воды представляет собой набор из синей шубы и теплых меховых брюк того же цвета. Одежда имеет, как правило, большие меховые капюшоны, длинные рукава, что продиктовано достаточно суровыми условиями обитания. Также носят рукавицы синего цвета и теплую кожаную на меху обувь. В эмблеме племени воды проявляется вся сущность данного народа, а также отражена концепция магии воды, суть которой заключается в том, чтобы управлять водой, как это делает Луна, контролируя приливы и отливы. Черный фон демонстрирует ночь как наиболее благоприятное время для мага воды, когда они достигают своей максимальной мощи. Также в символе отражаются 2 духа – Туи и Ла, которые обитают в священном оазисе духов. Они перебывают в гармонии, дополняя и противостоя друг другу. Устройство северного племени воды. Много веков назад маги воды построили огромный город, чтобы объединить все разнообразные северные племена в одном месте. Таким местом выбрали побережье гавани недалеко от оазиса духов. Город не построен из камня и дерева, как города других народов, а создан изо льда и снега, превращенных в архитектурные шедевры при помощи магии воды. Сотни магов трудились, формируя купола, мосты и стены, делая город живым воплощением искусства управления стихией. Вся планировка города символизирует путь духовного роста, от внешних кварталов, где живут простые люди, до дворца вождя, который выше всех. Каналы, протекающие сквозь город, служат транспортными артериями. Город окружен 3 линиями обороны, которые очень старательно охраняются военными. Ледяные скалы и айсберги создают природную защиту. Кроме того, племя использует сторожевые башни, откуда маги воды могут без труда управлять водой, чтобы отбивать любые атаки врага. С другой стороны города находится непроходимая замерзшая тундра, выжить в которой практически невозможно, поэтому атаки с этой стороны также не страшны племени. В самом сердце города находится оазис духов, священное место, где растут живые растения и обитают 2 духа – Туи и Ла. Это место символизирует гармонию между физическим и духовным миром. Также, судя по всему, большая часть племени живет в столице. Перейдем к власти. В северном племени контроль принадлежит одному вождю, который, тем не менее, должен советоваться с лидерами отдельных племен на совете вождя. В связи с войной в совет начали входить и военные, а также самые сильные маги воды. То есть сообщество народа воды является вождеством, однако достаточно развитым, чтобы чеканить деньги и осуществлять торговлю с другими племенами, закупая древесину для кораблей и металл для оружия. Северное племя имеет четкое разделение ролей. Мужчины обучаются искусству боевого водного контроля и служат в армии. Женщины же становятся целительницами. Это разделение кажется строгим, но оно основано на древнем убеждении, что Луна – покровительница женщин, а океан – источник мужской силы. Женщины управляют водной энергией для исцеления, мужчины – для защиты. Исключения редкие, и появление Катары, девушки, обучающейся боевому контролю воды, стало символом изменений и переосмысления традиций. Культура и традиции. Северное племя воды ведет более строгий патриархальный образ жизни, где гендерные роли разделены очень строго и представляются в достаточно традиционной манере. Как уже говорил ранее, мужчины воюют, женщины исцеляют. В сериале не упоминается, как юные маги воды тренируются или получают образование, но известно, что они умеют читать и писать. Также в племени практикуются договоренные браки, причем право выбора предоставляется юноше, а девушка же права голоса не имеет. Традиционная процедура сватания заключается в том, что юноша дарит девушке сделанное собственноручно обручальное ожерелье. Это происходит после того, как 2 семьи договорятся. Духовность и философия. Главная особенность северного племени – глубокая духовность. Северяне верят, что все живое взаимосвязано, и вода – это проводник жизни. Поклонение духам Луны и океана – основа
основа их веры. Эти два духа, Туи и Ла, воплощают идею дуализма: свет и тьма, покой и движение, жизнь и смерть. Без одного не существует другого. Именно эта философия лежит в основе их миропонимания и магии. Южное племя воды. В отличие от северного племени воды, южное было демилитаризировано во время Столетней войны, что означало, что никаких магов воды, кроме Катары. Южное племя воды расположено на южном полюсе мира Аватара, среди бескрайних ледяных равнин, айсбергов и снежных пустошей. Во времена войны южное племя воды из-за своей... то я ебал это слово выговаривать. И малочисленности ведет племенной образ жизни, где каждым племенем управляет один человек, как правило, наиболее уважаемый. До войны все вожди были мужчинами, но после ее начала обязанности по управлению племенами взяли на себя женщины. Поэтому в племени наряду с патриархальной организацией управления существует и матриархальное. До ухода на войну деревни Катары и Соки руководил их отец. Культура и традиции. О культуре южного племени сказано немного. Среди детей распространены различные забавы, связанные с использованием льда и снега. В частности, дети любят кататься на пингвинах. Воины носят специальные доспехи, а также маски. Эти доспехи называются броня волка. Кроме того, перед боем воины племени раскрашивают свои лица в боевую раскраску. Такой угрожающий вид вместе с волчьими доспехами должны придавать воинам вид движущейся волчьей стаи. В целом же, культура южного племени воды подверглась практически тотальному разгрому и уничтожению, потеряв свои города и всех магов воды. Позже в Коре Уналах скажет: северное племя помогло развиться вам как нации, но духовно поднять мы вас не сможем. Духовность и философия. Если северное племя воды строило свои идеалы на традиции, порядке и связи с духами, то южане опирались на природный инстинкт выживания, свободу и человечность. Их философия не записана в книгах и не проповедуется старейшинами. Она живет в поступках, привычках и семейных историях, передающихся из уст в уста. Южное племя также поклонялись духам Луны и океана. Поговорим о выживании племен. Обитая на полюсах, а также ледяных частях побережья, племя воды очень сильно зависит от океана и щедрости тундры. В основе рациона племен лежат разнообразные морепродукты, которыми богаты прибрежные воды. Употребляется рыба, моллюски. Особенным деликатесом является гигантский морской краб. Разнообразия фауны океана хватает, чтобы обеспечить довольно богатый и разнообразный рацион, включающий в себя разнообразные супы, основные блюда и даже десерты. Для производства ткани и одежды используют шкуры тюленей, мех северных медведей. Также для этих целей может использоваться и другой материал, полученный из животных, обитающих в пределах достижимости племени. Охотники и рыбаки племени воды считаются лучшими в своей области во всем мире. Вооруженные силы. Из-за того, что основные племена воды ведут в основном традиционный образ жизни, их вооруженные силы являются наименее продвинутыми в отличие от современных военных сил Царства Земли и исключительно индустриализованных военных сил народа огня. Тем не менее, в бою это компенсируется огромной волей к победе, закаленным суровым климатом и храбростью. Как и во всех вождествах, воинами считается любой дееспособный мужчина, достигший совершеннолетия и прошедший обряд инициации. Гонка во льдах. Гонка во льдах – это обряд испытания мудрости, отваги и веры. Их вооружение включает в себя дубины, заостренные бумеранги, копья, сделанные из костей животных. Используются также и для ловли рыбы. В качестве наконечника используются зубы китов. Также воины племени используют короткие заостренные с обоих сторон мечи и щиты. В северном племени, кроме обычных воинов, используют также маги воды, которые являются часто сопровождающими основные силы. Особенно их использование становится эффективным во время полнолуния и ночью, когда мощь магии воды возрастает в десятки раз. Также этот народ имел флот. Во времена Столетней войны корабли племени воды являются парусными и для движения используют силу ветра. Также они могут управлять при помощи весел. В целом корабли довольно примитивны, сделаны из дерева и очень сильно уступают военно-морским силам народа огня. В ходе сериала Сока и Механист из Царства Земли разработали подводную лодку, которые стали доступны и несколько модернизировали флот племени воды. Кроме того, для движения кораблей может использоваться магия воды.
воды. Корабли в основном используются для перемещения воинов и магов воды и практически не применяются исключительно как военные. Основная тактика войны на море для племени воды является абордажный бой или нападение на корабли противника и дистанционный вывод их из строя с помощью заморозки воды вокруг судна. Корабли также используются для патрулирования и ловли рыбы. Племя туманных болот. Теперь же поговорим о болотном племени. Большинство представителей этого племени владеет магией воды, причем благодаря длительному пребыванию среди растений они научились покорять воду внутри них, что дало им дополнительный контроль и защиту. Их внешний облик очень сильно отличается от представителей двух других племен, что связано в первую очередь со средой обитания. Они используют набедренные повязки из растения, а также носят повязки на руках. Их головные уборы представляют собой листья растений. Обувь плетеная, а то и вовсе ее нет. Вся одежда присутствующих на них, а ее там немного, состоит из растений. Поклоняются же они не духам океана и луны, а болоту, как таковому, считая его живым существом. Также они поклоняются большому дереву, находящемуся в центре болота, веря в то, что болото и дерево дарят им жизнь, силу и защиту от окружающего мира. Длительное пребывание в неизвестности связано с тем, что записи про племя были утеряны и не сохранили информацию о нем ни у северного, ни у южного племени. Хотя фактически племя болот является частью южного, члены которого тысячи лет назад нашли это место и, будучи удовлетворенным количеством воды, решили здесь остаться. Забытию также способствовала и среда обитания племени, где найти его практически невозможно. Перейдем к времени года. Каждая из 4 наций находится под влиянием одного из времен года. Для племени воды таковым является зима. Зимой ночи длиннее, что очень важно для проявления максимальной мощи магов воды. Что уже говорить о наличии дополнительной воды в виде снега. В заключение скажу, что выжить можно не благодаря войне, а благодаря взаимопомощи. И их мудрость в принятии перемен, их стойкость в гибкости, а их вера в то, что даже после самых темных времен лед растает и река вновь потечет. Надеюсь, вам видео понравилось. Пишите свое мнение по поводу этого народа, а также подписывайтесь, чтобы я смог уже монетизировать контент. Ведь для этого мне осталось только набрать 1000 подписчиков. А с вами был Латипак, всем чистой воды.